Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о счастье, поговорим о том, как вы можете привлечь счастье в свою жизнь. Потому что счастье – это неотъемлемая часть нашей жизни. И, к сожалению, иногда без счастья мы не можем понять и понять для себя, что же для нас очень важно. И именно имея счастье, мы сможем двигаться дальше, идти вперед. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, включен ли колокольчик и нажато ли на вкладку «Все уведомления». Также обязательно ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Счастье – это неотъемлемая часть нашей хорошей жизни. И если человек счастлив, если окружают его положительные энергии, и с каждым днем он получает в свою жизнь все больше таких энергий, но если человек чувствует себя несчастливым или счастье обходит его стороной, то нужно обязательно изменить это состояние и не давать ему вновь появиться в вашей жизни. Не забывайте, что когда вы привлечете энергию счастья в свою жизнь, нужно научиться ней управлять, чтобы она снова не ушла от вас. Поэтому первым делом вам нужно научиться радоваться жизни, научиться радоваться разным мелочам, которые в вашей жизни происходят. Обязательно будьте добрыми, будьте отзывчивыми, не совершайте плохих поступков. Тогда счастье вы сами своими руками будете притягивать. Но если вы будете вечно недовольны происходящими теми событиями, той жизнью, что в вашей жизни есть, и будете сами доводить себя до состояния депрессии, будете чувствовать себя постоянно жертвой, огорчаться по пустякам и не замечать вот тех положительных моментов, которые вас окружают, энергия счастья не сможет постоянно быть в вашей жизни, она не сможет удержаться. Поэтому вторым этапом для привлечения счастья нужно провести определенные ритуалы, обряды, практики, а затем уже и создать талисман, потому что такие талисманы в основном делаются своими руками. Заговорить его на привлечение счастья и носить при себе, чтобы закрепить эту энергию в своей жизни. И если вы проделаете все правильно, а вы сделаете все правильно, вы мудрые люди, счастье будет всегда в вашей жизни. Итак, вам нужно сделать маленький мешочек. Для этого вырежьте квадрат из коричневой ткани и сшейте его в мешочек. Далее положите в него щепоточку имбиря, 7 цветочков гвоздики, лист шалфея и капните 7 капель виноградного масла и масла лаванды. Затем завяжите мешочек и перемешайте все, что находится внутри. После этого возьмите мешочек в левую руку и проведите ним 3 круга над головой, проговаривая при этом следующие волшебные слова. Счастье теперь всегда вокруг меня. Этим мешочком круг провожу, счастье к себе притяну. Эту фразу нужно проговаривать после каждого раза. Далее возьмите монету. Промойте обязательно ее под проточной водой, чтобы убрать любой негатив, если вдруг она где-то его впитала. Монета может быть абсолютно любая, старая, новая, белая, желтая. Номинал также здесь не важен. Единственным условием является то, что она должна нравиться именно вам. Вы должны это почувствовать. Ее нужно будет хорошо обтереть маслом бергамота. Затем возьмите салфеточку, напишите на ней слово «счастье». Далее заверните в нее монету и положите под ваше спальное место. Так она должна пролежать ровно 3 дня. Каждый день в полночь вынимайте ее и кладите на подоконник. При этом говорите следующие магические слова. «Луна, мне помоги, эту монету заряди, чтобы я могла с ее помощью счастье обрести». На рассвете спрячьте обратно.
После того, как 7 дней пройдет, пробейте в монеточке дырку. Носить ее можно на шее, на руке, и она будет притягивать счастье к вам. Также вы можете выбрать камень, который подходит вам по знаку зодиака. Затем заговорите его на то, чтобы он приносил вам счастье. Для этого нужно взять воду, в нее поместить ложку меда, емкость полностью по кругу обмотать красной ниткой. Далее взять 3 блюдца, насыпьте в них по щепотке соли и разложите вокруг вашей емкости. Затем зажгите свечу любого цвета и положите камень в вашу емкость с водой, проговаривая при этом следующие волшебные слова. Камень, мы с тобой энергетически связаны. К тебе сейчас энергию счастья привлеку. В нужный момент у тебя ее попрошу. И дайте свече догореть, а затем выкинете ее. Камень так должен пролежать 3 часа, затем нужно его вынуть и хорошо обтереть. Когда вы загрустите или почувствуете себя несчастно, нужно брать этот камень и тереть в своей руке. Вы даже начнете ощущать тепло, и, соответственно, ваше настроение начнет улучшаться. После поблагодарите обязательно камень и скажите ему следующие слова. Тебя благодарю за то, что со мной энергия счастья поделился, оно ко мне пришло и печали все мои унесло. Также вы можете взять бисер желтого или золотого цвета и из него сделать солнышко. И далее заговорить ваш талисман на счастье, проговорив такие слова. Солнце с собой ношу, счастье получу. И дайте свече догореть. И оставьте на подоконнике до утра. Это солнышко нужно носить с собой, и счастье всегда будет возле вас. Вы знаете, талисманов на счастье достаточно много, и вы должны среди всех выбрать свой. Это поможет привлечь счастье в вашу жизнь. Счастье также притягивается к людям, которые умеют его ценить. Если у вас дружная семья, то цените это. Не смотрите, как у других, и не желайте внести изменения под них в вашу семью, потому что это ни к чему хорошему не приведет. А если у вас хорошая работа, радуйтесь этому и не завидуйте коллеге, у которого на данном этапе, например, должность выше. Если вы можете позволить себе купить вещь, но не такую дорогую, как, например, у вашей подруги, не расстраивайтесь, что вы не можете купить такую. А думайте правильно, хорошо, что вы вообще можете купить то, что вы покупаете. Счастье нужно уметь искать в мелочах, и тогда вы заметите, насколько его много будет в вашей жизни. Присмотритесь, возможно, вы многого не замечаете. Правильные мысли, они очень важны в нашей жизни. Что для вас счастье? На этот вопрос только вы сами сможете ответить. Но говорят, что счастлив тот, кто нашел счастье вокруг себя. Помните эти простые истины и попробуйте начать прямо сейчас проводить эти ритуалы, практики, искать свой тот талисман, который действительно вам будет приносить радость, приносить счастье, приносить удовольствие. И ищите это именно в себе. Как только вы найдете, не надо смотреть на других, что у других, потому что те люди, у них другая жизнь. И не нужно держать свечку и смотреть, что другие люди делают, как они живут, что они покупают, где они путешествуют и так далее. Создайте свой мир, создайте свою вселенную, и она у вас также будет яркая, интересная и незабываемая. Помните об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео.